Приветствую вас, жители Суперземли, на связи Кайрон. В этом видео обсудим с вами все известные на данный момент характеристики новой брони и вооружения из будущего Варбонда Командос Питоны, полученные напрямую от разработчиков. Свежие комментарии гендиректора студии Arrowhead касательно расширения системы кастомизации оружия, появления биомов с пониженной гравитацией, разработки бестиария на эсминце, а также другие наиболее интересные темы. Устраивайтесь поудобнее в своих адских капсулах, начнем сразу же после короткой, но полезной рекомендации. С момента выхода моего прошлого ролика и анонса следующего Варбонда Командос Питоны появилось большое количество новой информации относительно вооружения и брони. Всеми сведениями напрямую от разработчиков любезно поделился комьюнити-менеджер Мичимус, отвечая на вопросы хеллдайверов в официальном дискорде игры. Первое, что стало известно о пулемете М1000 Максиган на сегодняшний день, это показатель пробития брони. Хоть я и предполагал, что у него будет легкое пробитие, как у доблести, в пользу огромной скорострельности, разработчики решили дать ему среднее бронепробитие, как, например, у похожей миниганоподобной турели Гослинга. Располагаться стратегема Максигана будет далеко не в начале Варбонда, а на последней его странице. Следующее известие повергнет вас в шок. Оказывается, тяжеленный шестиствольный пулемет нельзя будет взять в одну руку. Ну а если серьезно, как вообще можно было догадаться такое спросить? Адалазы не перестают удивлять своей любознательностью. Что более интересно, как и планировал господин главный креативный директор студии Йохан Пилстед, М1000 оснащается отдельным огромным рюкзаком с ленточным питанием и не будет иметь возможности перезарядки. Пулемет перестает стрелять после отстрела боеприпасов, перезарядка не предусмотрена. Более подробно об этом ответил Алекс Кравченко, один из геймдизайнеров, ответственных за баланс оружия в игре. Хоть он довольно прожорлив в плане боеприпасов, я бы не назвал Максиган одноразовым. Вы можете подбирать боеприпасы и продолжать стрелять. Если ваш напарник играет в маму-гусыню с рюкзаком припасов, вы практически превращаетесь в турель Гатлинга. В этом плане Максиган станет уникальным стратегемным вооружением, сочетающим и отсутствие перезарядки, и возможность пополнения магазина. Сейчас, например, похожая в этом плане ракетница Командос не имеет механики получения дополнительных снарядов из ящиков с припасами. У нее просто есть 4 ракеты. Отстреляли, значит ждем перезарядку стратегемы и просто вызываем другую ракетницу. По поводу пила меча и нового пса дрона ответ был комплексным. Хот-дог имеет те же характеристики, что и сжигатель. Пробитие пила меча начинается со среднего и растет до тяжелого, пока вы сражаетесь с противником. Выходит, мы получим пса дрона, действительно способного уничтожить любую тяжелобронированную цель за счет огненного урона. И что не менее примечательно, первое оружие ближнего боя с механикой, как у обоюдоострого серпа, с возрастающим бронепробитием вплоть до тяжелой брони. Однако немногие вспомнят, что раньше все милишки игнорировали броню, и только потом им всем прикрутили пробитие. Но все же с того времени у нас не было столь пробивной ближки. Что касается новой штурмовой винтовки ERGL-21 двоечка, она будет иметь пробитие легкой брони. Но не спешите ставить на ней крест, а хорошенько перед этим подумайте. По сообщению от Мичимуса, основной урон этой винтовки будет сопоставим с экспертом, но ниже, чем у размягчителя, и выше, чем у хейловского MA5C, то есть примерно от 91 до 104 единиц выстрела, что для автомата весьма неплохой результат. Помимо этого, главной фишкой двоечки является наличие подствольного гранатомета с аналогичными статами гранаты, как у пистолета-гранатомета, 250 основного и прочностного плюс 400 взрывного урона с попадания, а также среднее бронепробитие. Плюс подствольник вмещает не один, а целых 4 заряда сразу. По итогу вырисовывается весьма неплохая винтовка, хоть и требующая выцеливания слабых зон противника, но имеющая отличный урон с выстрела, еще и закрывающая норы или постройки за счет наличия подствольного гранатомета. С ней можно будет разнообразить свою выкладку другими видами доп. Оружия. Например, на жуках взять ультиматум вместо пистолета-гранатомета и иметь возможность закрывать гнездо желчного титана за очень короткое время. Кстати говоря, о вводе подствола в систему кастомизации, чтобы его можно было поставить на любое вооружение, Мичимус ответил так: «Я могу передать этот вопрос. Он может пригодиться для одной из наших будущих демократических бесед. Было бы неплохо услышать что-то конкретное, тем более в интервью, например, с одним
из геймдизайнеров. В общем, будем ждать новостей по данному вопросу. Подводя небольшие итоги по всему заявленному вооружению, уже после появления этих некоторых подробностей, думаю, многие заметили, что в целом Warbond Commandos Python выглядит весьма уникальным и очень эпичным, чего стоит первая за долгое время милишка с тяжелым бронепробитием и дрон с огнеметом, способный зажарить огромного желчного титана, не говоря о более мелких врагах. Про легендарную шестистволку Арнольда, так еще и с пополняемым боезапасом, способным превратить вас в турель, вообще молчу. А что думаете вы после того, как узнали эти новые детали о будущем Варбонде? Напишите свои мнения в комментариях под видео. Также Митчемус подтвердил типы наборов брони, в том числе и той, что будет продаваться в магазине за суперкредиты. На всякий случай напомню, легкая РС-20 душитель и тяжелая РС-40 сильнейший хищник будет в составе Варбонда, а РС-60 палач можно будет приобрести в супермагазине с выходом этой премиальной заслуги. С бонусами пассивки случился нюанс. Ранее в тексте анонса было указано, что броня повышает устойчивость к ошеломлению, но это оказалось не так. Сегодня комьюнити-менеджер уточнил, что сопротивление рэгдолу все же есть, а вот второй бонус — это плюс 100% к урону в ближнем бою, без сопротивления ошеломлению. По поводу обновления, которое также выйдет вместе с Варбондом 2 декабря, поступила следующая информация. До 2 декабря будет больше изменений оптимизации, улучшений. Это не крупное обновление, как, например, через беззаконие. Кроме того, по заверениям комьюнити-менеджера, вопрос оптимизации будет рассматриваться постоянно. Мы никогда не закончим работу над исправлениями производительности. Тестирование и контроль качества, как и было ранее обещано руководством студии, тоже усилили. Мы замедлили темп работы и приложили больше усилий, чтобы обеспечить больше времени для тестирования наших обновлений. Самое главное — наладить процессы производства контента и тестирования, чтобы сохранить заинтересованность аудитории, но при этом не утопать в багах. Для студии в 150 человек это будет весьма непросто. В идеале, конечно же, пересмотреть подход руководства и набрать как можно больше тестировщиков, ведь, как мы знаем, с идеями и дизайнерами у Arrowhead проблем нет. Во всяком случае, так заявляет SEO студии, а вот с отловом недоработок все намного печальнее. В тему будущих обновлений стоит упомянуть и балансные правки. Как сообщает гендиректор Arrowhead Шамс Джорджани, огромный специальный балансный патч возможно. У нас системная игра, поэтому, когда мы меняем одни системы, мы обнаруживаем, что другие также нуждаются в доработке, но мы время от времени проводим небольшую балансировку. На вопрос, как вообще геймдизайнеры занимаются балансировкой оружия в текущих реалиях, Джорджани ответил следующее. Плейтесты, ощущения от оружия после переработки систем. Мы также изучаем данные, связанные с игроками. Проблема в том, что сейчас оружия очень много. Помимо этого, гендиректор сообщил, что декабрь будет очень загруженным в плане работы, что отчасти подтверждает подготовку Arrowhead к будущей церемонии The Game Awards 2025, после чего студия уйдет на новогодние каникулы. Также SEO лично полностью поддерживает расширение кастомизации оружия вплоть до стратегемного, но опять же этот ответ не стоит воспринимать как обещание или подтверждение. Разработка подробного раздела с информацией обо всех противниках или так называемого бестиария, по словам SEO, не продвигается в угоду работ над геймплеем. Это было бы круто, но требует больших затрат. Геймплей имеет более высокий приоритет. Следующий комментарий касается биомов с пониженной гравитацией, о которых ранее уже давно спрашивали на стриме одного из разработчиков. Это действительно превратило бы в хаос практически все. Похоже на веселую первоапрельскую шутку. Плюс-минус ту же размытую формулировку высказал тогда и один из разработчиков, но согласитесь, сражения в невесомости открыли бы новые ощущения от игры, хоть и реализовать такое здраво и правильно очень сложно. На этом мы заканчиваем с главными темами этого ролика. Далее вас, как всегда, ждет обзор текущего ассортимента товаров супермагазина и личный приказ на ближайшее время. В ассортименте супермагазина на ближайшее время наличествуют в наличии товары, связанные с боевым пропуском «Песчаные дьяволы», набор легкой брони DS-10 Суперохотник с защитой от всех негативных эффектов и увеличением дальности броска, внушительный мачете CQC-42 для более качественной нарезки врагов демократии, а также тематический плащ и карточка игрока. Личный приказ на ближайшие сутки — эвакуироваться, успешно выполнив задание. Конечно же, не забываем о нашей постоянной рубрике «Комментарии подписчиков под прошлым видео». Открывает ее на сегодня сообщение от Романа. Все-таки
концовке разраб встал со стула и дошел до чела, чтобы сказать ему: ну ё-моё, сделай миниган. Этот мощнейший рывок со стула обеспечил нам больше эпичных моментов в боях. Выразим же троекратное ура в честь этого события. Следующий комментарий от шамана. Винтовка с подстволом, пиломеч, садовый кусторез, миниган Максган, огнеметный пес, пассивка против рэгдола, отжумания. Официально, Warbond полностью состоит из мемов и хотелок игроков. Камбэк контента получился действительно легендарным. Ждем еще больше к началу ТГА в этом году. И последний на сегодня комментарий от Leverge. Уже жду, когда одним из новых багов в игре будет краш на рабочий стол при раскрутке минигана. Учитывая перенос всего нового контента из-за увеличения сроков тестирования, будем надеяться, что такого рода недоработок в новом патче не будет. Дорогие друзья, благодарю вас за поддержку этого видео. Не забывайте ставить свой эцкодесантный лайк и подписываться на канал и наш телеграм. На связи был Кайран, до встречи в новых видео. Черт возьми, дайверы.